Сегодня мы поговорим о достаточно распространенной травме, которая чаще всего случается у молодых людей, занимающихся активными видами спорта. Растяжение связок, его симптомы и первая помощь. Тема этого выпуска. Здравствуйте, мои хорошие! Растяжение связок – это разрыв структур, стабилизирующих сустав. Обычно оно возникает из-за резких движений, превышающих нормальную амплитуду сустава. Проявляется ограничением или, наоборот, излишней подвижностью сустава, отеком, синяком, болью при движениях и надавливании на поврежденную область. В зависимости от интенсивности травмирующей силы возможны частичное нарушение целостности отдельных волокон, разрыв с полным перерывом связки на протяжении с разволокнением концов и отрыв, если связка отрывается у места прикрепления кости. У детей в аналогичной со взрослыми ситуации чаще наступает перелом кости, а связки остаются целыми. Растяжения чаще всего случаются в голеностопном и коленном суставе, суставах пальцев, запястий. Забежав вперед, стоит отметить, что при обнаружении симптомов, похожих на растяжение связок, обязательно проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением, это опасно для вашего здоровья. Чаще всего, как я уже сказал выше, растяжение связок происходит в голеностопном суставе или в суставах пальцев рук. Наиболее опасным в плане возникновения растяжений могут быть следующие манипуляции: резкие прыжки и развороты, замахи, поднятие тяжестей, скручивание в неестественном направлении, падение на выставленные вперед руки, неудачные приземления, прямой удар в область сустава, спотыкание, попадание ноги в углубление, резкие торможения и изменение направления при беге, прыжок в воду с неправильной техникой выполнения акробатических элементов. Также существует ряд факторов, способствующих развитию растяжения вне спорта. Это сниженная физическая активность, избыточная масса тела, воспалительные заболевания суставов, сахарный диабет, возраст. Чем старше человек, тем выше риск повреждения связок. Ортопедические патологии, плоскостопие, сколиоз обеспечивают неравномерное нефизиологическое давление на суставы. Ношение неправильно подобранной обуви или высоких каблуков. Неподготовленность к спортивной нагрузке. Основными проявлениями растяжения являются резкая боль при неестественном движении, связанная с повреждением нервных волокон в области соединения костей, и звук хлопка или хруста при более серьезных вариантах травмы. После расслабления конечности боль никуда не уходит и будет усиливаться при попытках пошевелить рукой или ногой в суставе. Постепенно нарастающий отек. Иногда он достигает больших размеров, например, обхват ноги может увеличиться на 2-3 см. Синяк, покраснение и повышение температуры кожи в области травмы. Часто синяк появляется на второй день и располагается чуть ниже места травмы. Иногда растяжение связок сопровождается отрывным переломом или вывихом сустава. Неестественное и резкое движение связочного аппарата тянет за собой участок кости, отрывая его от остальной части или смещая всю кость относительно ее адекватного расположения. Для диагностики растяжения связок применяются рентгенография, ультразвуковое исследование, компьютерная и магнитная резонансная томография. Чаще всего проводится только рентгенография, чтобы исключить сопутствующие повреждения костей. От первых действий при подозрении на повреждение опорно-двигательного аппарата часто зависит длительность и эффективность восстановления после профессиональной терапии. Для оказания первой помощи желательно иметь хотя бы минимальный набор простейших лекарственных средств. Однако очень часто травмы возникают в дороге, и даже эти средства не всегда находятся под рукой. В таких случаях приходится пользоваться содержимым собственной сумки и карманов. Первая помощь при растяжении связок должна быть направлена на уменьшение боли и кровоизлияния в ткани. Обеспечьте покой, зафиксировав руку или ногу с помощью эластичного бинта. Фиксация позволяет уменьшить боль при движениях. Давящую повязку на поврежденный сустав слишком туго накладывать не следует, так как это может нарушить кровообращение и усилить боль. Приложите к месту травмы холод, чтобы уменьшить отек и боль. Нужно постараться приложить холод как можно быстрее.
Можно использовать пакет со льдом или холодный компресс. Первые 2 суток их прикладывают 4-8 раз в день на 15-20 минут. А лед нельзя прикладывать непосредственно к коже, между ними должно быть тонкое полотенце. Этот метод эффективен в первые 4-5 дней после травмы. Травмированные части тела создают покой. Руку подвешивают на косынке, ноге придают приподнятое положение, чтобы уменьшить отек мягких тканей. Запрещается прикладывать тепло, растирать или разминать область сустава, оказывать нагрузку на конечность. Ослабить боль можно с помощью обезболивающих нестероидных противовоспалительных препаратов. Как правило, легкое повреждение связок не приводит к серьезным последствиям. Пациент может лечиться дома, но только после консультации с доктором. Травмы опорно-двигательного аппарата требуют длительной реабилитации и часто временно лишают человека трудоспособности. Поэтому наилучший вариант – предотвратить их появление. Для профилактики растяжения связок рекомендуется соблюдать меры безопасности при занятиях спортом, перед тяжелыми упражнениями делать разминку и разогревать мышцы, использовать эластичные бинты и другие ортопедические средства для фиксации суставов при больших нагрузках, носить комфортную обувь на низком ходу или невысоком устойчивом каблуке, соблюдать осторожность при ходьбе по неровной или скользкой поверхности, поддерживать в норме массу тела. А на сегодня это все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!